В этой старинной книге есть рецепт, которыми пользовались виноградари более 170 лет назад. Этот рецепт передавался из поколения в поколение, и он работал. А мы его уже и позабыли. Наши почки еще спят, но с наступлением теплых дней начнется новая жизнь. Наши побеги тронутся в рост, а вместе с ним тронутся и те, кто захочет им навредить. А это и оидиум, и антракноз, и клещи. А нам нужно средство, чтобы его защитить. А я его еще не сварил. Сам процесс изготовления известкового серного отвара я уже снимал видеоролик. Там есть и время, и ингредиенты, чего сколько нужно будет добавить. Там есть и небольшие хитрости. Ссылку оставлю под описанием к видеоролику. А для вас я скажу, ребята, что известковый серный отвар это не просто средство, полученное из порошка. Это настоящая ручная работа. Ну что ж, наше средство готово. Но давайте ему дадим время настояться и остынуть. Дадим ему время до утра. Ночь прошла, наш отвар настоялся и готов к использованию. Волшебный отвар, секрет которого дошел к нам из глубоких времен. Я научу тебя правильно пользоваться таблицей БАМЭ. Я расскажу тебе историю создания данного отвара, чтобы секреты древних, которые дошли к нам из глубоких времен, надежно служили для защиты твоего виноградника. Давайте приступим. Я думаю, будет интересно и полезно. Приступим. Представьте себе, Европа, Франция, середина 19 века. Болезнь под названием оидиум, которая пришла с американского континента, нещадно уничтожает все виноградники Европы. Виноградники, которые кормили поколение виноградарей, заболели, листья начали покрываться белым налетом, ягоды трескаться и лопаться. Никто не знал, что с этим делать. В одной деревне сыпали известью, в другой деревне посыпали серой. Помогало, но слабо. Кто-то сыпал больше, кто-то сыпал меньше. Где-то работало, где-то нет. Результат был как лотерея. У одних помогало, у других зеленые побеги сжигало дотла. И в этом хаосе появляется Жан-Батист Гризон. Он был не просто садовником, а был человек, который знал познания в химии. Он знал, что известь может улучшить работу серы. Он знал, что можно, соединив известь с серой, создать нечто, чтобы реально помогало. Но в каких же пропорциях должен быть данный отвар? При реакции серы с известью получались полисульфиды. Но он долго экспериментировал. Брал одну часть серы и одну часть извести. То в таком случае отвар получался слабым. Брал соотношение 2 к 1, соотношение 3 части к 1. Когда брал 3 части серы, одну часть извести, то в данном случае значительная часть серы опадала в осадок и не вступала в реакцию. И он решил для себя, что наилучшее и оптимальное соотношение для получения наибольшего количества полисульфидов это 2 части серы и 1 часть извести. С тех пор во всем мире классическим считается именно эта пропорция. 2 части серы и 1 часть извести. Беря четкие пропорции соотношения 2 к 1, 2 части серы к 1 части извести, у Гризона результат всегда получался разным. И он долго, экспериментируя практически месяцами, для себя сделал открытие и сказал, что дело не в пропорциях, а дело в том, до какой степени ты уварил данный отвар. Для того, чтобы измерить маточный отвар в плотности, ему нужен был инструмент. А данный инструмент был создан
другим французским химиком Антуаном Боме. Гениальность идеи таблицы Боме Антуана была в том, что 0 по шкале Боме это обычная вода, а 15% по шкале Боме это 15% растворенных солей в обычной воде. Гениально и просто, но до сих пор все виноградари во всем мире пользуются данной шкалой, и данная шкала приносит хорошие результаты и пользу. Долгое время экспериментируя с разными пропорциями, с разными соотношениями, Гризон сделал для себя открытие, что 5% по шкале Боме при обработке рабочего раствора хорошо подходит для ранней весенней обработки по голой лозе. А в процессе вегетации для винограда нужно всего 0,5%. Это история и теория. Но давайте приступим на практике, и я вам покажу, как данные знания использовать на практике для получения правильной пропорции раствора ИСО. Давайте на практике посмотрим, как же воспользоваться таблицей Боме, чтобы измерить плотность нашего отвара. Гризон воспользовался бы ареометром Боме, но мы пройдем другим путем. Как с помощью обычных весов и любой другой емкости узнать плотность нашего отвара с помощью таблицы Боме. Важно знать, что таблица Боме с левой части, здесь у нас удельный вес маточного отвара. Если видите, здесь 1 литр маточного отвара, в зависимости какой имеет вес, будет соответствовать градусам по шкале Боме. Если тут видим, то всего небольшая разница, а уже значение градусов изменяется. Для этого нам предельно важно, чтобы отмерить именно литр известкового серного отвара. Так как же это сделать? Я воспользуюсь обычной пластиковой бутылкой, да? Вы можете взять другую емкость, банку литровую или какой-нибудь другой, к примеру. А суть в том, что из школьной программы мы знаем, что 1 килограмм воды дает в объеме ровно 1 литр. Нам нужно эти значения обязательно узнать. Берем обычную емкость, да, в данном случае, и видим, здесь она 30 грамм. Берем значение весов, обновляем с помощью кнопочки Тара, нажимаем и начинаем наливать обычную воду, пока значение на весах не появится ровно 1 килограмм. Чтобы вы не ждали, пока я лью воду, ускорю данный процесс, доливаем ровно до 1 килограмма. Видим, весы показали ровно килограмм. Теперь берем маркер и делаем отметку у нас на бутылке. Вот таким вот образом. Сделали отметку, и хочу обратить ваше внимание, что на таком объеме разница пару миллиметров даст разный результат. Почему заостряю я на этом внимание? Так как у нас нет ареометра Боме, да, мы берем обычные весы, и нам нужно отмерить ровно 1 литр. Если у вас есть другие посуда, да, где точно размеры определены 1 литр, вы можете не использовать весы. Но мы используем весы. Я, может быть, излишне буду повторяться, излишне более детально на данном этапе практически измерения плотности остановлюсь, так как наиболее непонятные и часто задаваемые вопросы были именно в этом блоке. Может быть, я буду повторяться еще раз. Смотрите, я сейчас на экран выведу вам таблицу, сам буду смотреть на таблицу и вам на экране стрелочками покажу, что и как нужно будет обращать внимание. Некоторые полагают, что литровая банка это есть 1 литр. Но если вы обратите внимание, кто-то доливает литровую банку до краев, кто-то не доливает палец, кто-то на 2 пальца. А результат будет совершенно разным. Смотрите, что я имею в виду. В левой части экрана, там где написано удельный вес маточного отвара, видим, какой же у вас вес маточного отвара и каким он градусом соответствует. Если 13 градусов по шкале Боме, то вес должен быть 1 килограмм 99
грамм. Если 1 килограмм 107 грамм, уже это 14 градусов по шкале БАМЕ. Всего разница 8-8,5 грамм уже прыгает на 1 градус. А для ранневесенних обработок, которые мы будем делать сейчас, 5% рабочим раствором по шкале БАМЕ, уже в самой крайней правой части, там где стоит шкала, видим 36 и 206 миллилитров. Эта таблица дана на 100 литров. А 14 градусов уже нужно взять 33 и 42 миллилитра, чтобы получить 100 литров рабочего отвара. Что имеется здесь в виду? Так же самое другие допускают ошибку. Наивно полагают, что 36 литров нужно взять и еще нужно добавить 100 литров воды. Нет, неправильно. То есть эта шкала дана для такого, скажем так, для тех случаев, что, пользуясь данной шкалой, в конечном итоге у всех должен получиться 100 литров рабочего раствора 5 градусов по шкале БАМЕ. Для этого мы и пользуемся. Качество маточного отвара будет зависеть от разных причин. То есть, насколько вы его уварили, сколько воды добавили, качество ваших ингредиентов, серы, извести и так далее. Для этого и данная таблица, чтобы получить в конечном счете одинаковый рабочий раствор. У кого-то может получиться 15 градусов маточного отвара, у кого-то 18, 20, неважно. То есть смотрим внимательно на эту таблицу. Для примера давайте еще раз приведу. Смотрим, у кого-то весы показали 1 килограмм 116 грамм. Смотрим по таблице. По таблице у нас получается 15 градусов по шкале БАМЕ. Так же самое в верхней части видим, здесь написано количество маточного отвара в литрах, необходимого для получения 100 литров рабочего раствора крепости по БАМЕ. И тут у нас есть разные шкалы: 0,5 градусов, 0,75, 1 градус, 5 градусов. Для винограда используем две шкалки: 0,5 градусов для ранее весенних, да, или же летних обработок, когда уже пошла вегетация, а 5 градусов по шкале БАМЕ нужно использовать, когда еще почки наши закрыты. Теперь смотрим 15 градусов и смотрим, тут дано 3 литра. То есть нужно взять 3 литра маточного отвара 15-градусного по шкале БАМЕ и долить оставшуюся часть водой, чтобы получилось в итоге 100 литров рабочего раствора 0,5 градусов по шкале БАМЕ. Если у кого-то другой маточный отвар, к примеру, 20 градусов получилось, да, смотрим, вес должен быть 1 килограмм 160 грамм, 20 градусов по шкале БАМЕ. Нужно взять 2 литра 16 миллилитров, оставшиеся 98 литров, примерно до 100 литров нужно будет долить. И в итоге будет получаться 0,5 градусов по шкале БАМЕ рабочего раствора. Для 5% точно так же мы берем 22 литра, да, вот смотрим, 20-градусный, 22 литра и 310 миллилитров, да, то есть в литрах. Именно уже маточный отвор мерим в литрах. Оставшуюся часть доливаем водой, чтобы получить в общем объеме 100 литров. Еще раз повторяю, неважно, какой получился у вас маточный отвар, пользуясь данной таблицей, вы должны взять, в зависимости от вашего градуса по маточному отвару, то количество, оставшуюся часть долить водой, чтобы по итогу получилось 100 литров рабочего раствора 5% по шкале БАМЕ. Для этого и данная шкала и существует, чтобы по итогу все работали одинаково. Некоторые наивно полагают, что если маточный отвар получился большой крепости, то это хорошо. Разницы нет, ребята. В зависимости от того, какой маточный отвар, используя данную таблицу, мы получаем 100 литров рабочего раствора нужной концентрации. То есть, я думаю, насчет этого должно понятно. Давайте теперь на практике я покажу, какой же получился маточный отвар у меня. Я сейчас за кадром вылью воду и солью до данной отметки маточный отвар. Доливаем до нашей ответки примерно
уже немножко так более осторожно. И ювелирной точностью доливаем до нашей отметки. Все, мы его долили. И смотрим на показания весов. Весы у нас показывают 1 килограмм 120 граммов. Теперь смотрим на таблицу. Что же дает нам наша таблица? Я опять же для вашего удобства показываю таблицу, а сам смотрю данную таблицу. 1 килограмм 120 грамм. Это между 16 и 15 градусов. Давайте мы возьмем 15 градусов. То есть 1 килограмм 120 грамм. То есть она не дотягивает до 1 килограмм 124 грамма. А его, значит, берем 15 градусов. Как же можно теперь использовать данный рабочий отвар для ранних весенних обработок, чтобы получить 5% рабочего раствора по шкале БАМЭ в количестве 100 литров. Смотрим самую крайнюю правую часть. Здесь дана 30,95. То есть практически 31 литр. Да? То есть берем 31 литр известкового серного отвара крепостью 15%, оставшую часть доливаем в воду. То есть 31, 100 минус 31 получается 69. То есть опять же повторяюсь, заостряю ваше внимание, не 31 литр известкового серного отвара плюс 100 литров воды, и в итоге получится неправильно, а нужно оставшую часть долить воды, чтобы получить ровно 100 литров рабочего раствора крепости 5 градусов. Опять же повторяюсь, это уникальная таблица, чтобы независимо до какой степени вы его уварили, как сказал Гризон, а чтобы используя таблицу БАМЭ, мы получили одинаковый по градусу БАМЭ, чтобы не навредить нашим побегам. Но это теория. Давайте посмотрим на практике. Ведь от качества нанесения нашего препарата также самое будет зависеть и конечный результат. Ведь правильно нанести – это тоже половина дела. Наш опрыскиватель заправлен и готов к работе. Ранней весной обрабатываем 5% по шкале БАМЭ известкового серного отвара. Также самое обращаем внимание на состояние наших почек. Наши почки должны находиться в спящем состоянии, чтобы 5% раствором известковым не сжечь наши почки. Также самое не забываем про средства защиты, защищаем лицо, также самое все тело. Но что хочу сказать, 170 лет назад работал также самое Жан-Батист Гризон, и это работало и до сих пор работает. Я так провожу такие ранние весенние обработки на протяжении уже многих лет. Ну что ж, давайте приступим, ведь от качества нанесения рабочего раствора в конечном счете будет и зависит наш результат. Обрабатываем тщательно, полностью покрывая рабочей жидкостью. Все. Полностью закрываем. Обрабатываем, чтобы раствор касался везде. Что хочется вам рассказать. Ранней весенней обработки, как работает известково-серный отвар 5%. Он работает в два этапа. Первый – это контактный. Когда наш рабочий раствор полностью покрывает нашу лозу, затекает полностью во все трещины под кору, под чешуйками, то она работает контактным образом. То есть полисульфиды, которые образуются и покрывают и действуют контактно, напрочь сжигают все споры наших вредителей. А вот следующим этапом, когда высыхает, он работает во второй стадии, то есть газовым методом. Образуется сернистый газ, который проникает в те дальние участки, куда вода не затекла. Так же самое, от каких же болезней работает данный известково-серный отвар в концентрации 5%. В данный момент первая его цель – это аидиум.
Споры аидиума зимуют в чешуйках, под почками, в коре, в различных местах. Таким вот образом аидиум полностью выжигается на данном этапе. Так же самое антракноз. Многие забывают про данную болячку, но зря. Антракноз точно так же находится у нас на поверхности наших лоз. Так же самое при данной обработке и клещ не выживет. То есть яйца клещей, которые отложились, точно так же будут выжигаться. Это примерно все, что касается данных обработок. А давайте сейчас я подойду к блокноту, так как я выписал разные вопросы, которые вы задавали на протяжении больше 3 лет. Когда я снял вот этот видеоролик, я его выведу на экран. Там есть практические советы, как я варил данную, в каких пропорциях и как приготовить данный отвар. А сейчас подойдем, и я отвечу на наиболее популярные вопросы, которые вы задавали на протяжении более 3 лет. Я тут выписал некоторые вопросы, которые наиболее часто встречаются. И для вашего удобства вопросы выведу на край экрана и попытаюсь ответить на данные вопросы. Первый вопрос звучит следующим образом. Можно ли использовать коллоидную серу вместо молоты для отвара? Если коротко, то нет. Если вдаваться более подробно, в химическом составе коллоидной серы присутствуют некоторые примеси, чтобы сера была водорастворимая. То есть это не есть хорошо, чтобы вступать в реакцию с известью. Молотая сера хорошо вступает в известь, в реакцию, и получается полисульфиды. То есть если резюмировать, то коротко нет. Следующий вопрос. От каких болезней реально помогает ИСО? Смотрите, в ранневесенних обработках она работает от аидиума, антракноза, от мхов, лишайников, также от клещей. То есть она выжигает. То есть она работает искореняющим образом. При вегетации, когда работает уже в концентрации 0,5 градусов по шкале Баме, там она уже работает преимущественно от аидиума. Следующий вопрос. Где еще применяют ИСО, кроме винограда? Смотрите, если смотреть таблицу, то в концентрации 1 градус она используется в летний период для яблок, да, по листьям, 0,75, по-моему, для слив, а в концентрации 0,5 и для винограда, и для груши. А также само 5% концентрации она работает по спящим почкам. Можно их обрабатывать по различным насаждениям: яблоки, груши, виноград и так далее. Следующий. Сколько можно хранить готовый маточный известково-серный отвар? Смотрите, при хранении я обычно готовлю ранней весной, и в течение сезона я их стараюсь использовать. Их нужно хранить в пластиковой бутылке. Сверху обязательно налить или масло подсолнечное, или же отработка от машины, чтобы известково-серный отвар не контактировал с воздухом, чтобы она не вступала в реакцию. И в холодном прохладном месте она может храниться до 1 года. Следующий вопрос. При какой температуре опрыскивать? Смотрите, ранние весенние обработки, вот данный период, желательно обрабатывать при температуре плюс 5 градусов и выше. При вегетации там уже есть некоторые нюансы. То есть если на улице жарко, там плюс 32 градуса и выше, то концентрацию нужно будет еще больше снижать. И также самое, прежде чем использовать, нужно экспериментальным путем обработать какой-нибудь отдельный стоящий куст. В основном обратить внимание на, скажем так, на молодые побеги. Они чаще подвержены ожогам, скажем так. Следующий вопрос. Почему нужно постоянно мешать известково-серный отвар при варке? Да? Смотрите, сера и известь, они являются тяжелыми. Если их не мешать, то есть был такой вопрос, а зачем мешать? Она и так там бурлит, кипит, все перемешивается. Нет, ребята, она опадает в осадок, и чем качественно вы будете его перемешивать, тем лучше сера с известью будет взаимодействовать, и лучше образовываться, и больше будет образовываться полисульфидов.
То есть надо стараться с помощью перемешивания создать оптимальные условия для смешивания. Следующий вопрос. В какой посуде можно варить известково-серный отвар? Смотрите, конечно, предпочтительно это чугун. Также можно использовать нержавеющую, да, посуду. Такие посуды, как медный, алюминий, эмалированная. Если там есть трещины, то ни в коем случае не подходит, так как известково-серный отвар, он вступает в реакцию. Это щелочной раствор. Следующий вопрос. С какими препаратами его можно смешивать? Желательно использовать отдельно. Особенно нельзя смешивать с медными препаратами на основе меди. Да? Скажем так, препараты на основе меди образуют кислую реакцию. Известково-серный отвар — это щелочной раствор. То есть получается, при смешивании она у вас будет вступать в реакцию, и энное количество полисульфидов не вступит в реакцию. То есть эти моменты точно так же нужно обращать внимание. Наиболее часто встречающий вопрос. Я купил известково-серный отвар. Сколько мне нужно туда добавить воды? Ребята, смотрите видеоролики, изучайте таблицу. То есть я не могу персонально, конкретно каждому отвечать на данные вопросы. То есть в индивидуальном случае есть таблица. Первое. Отмеряем литр, измеряем его плотность и согласно таблице разводим ее до рабочей концентрации. То есть летом 0,5 градусов, при ранней весенней 5 градусов. Стоит ли проводить данную обработку? Смотрите, я сегодня имел беседу со злым виноградарем. Он снял видеоролик. У него называется нулевая обработка. И я и ранее в видеороликах говорил, что существует два типа виноградарей или две категории, которые кто-то считает данную обработку нужной, кто-то считает данную обработку не нужной. Я вхожу в то число, которое считает, что данная обработка нужна. Но опять же, никому не навязываю свое мнение и считаю, что каждый должен, получив данную информацию, использовать ее в своих целях, да, или пользоваться, или не пользоваться. Ну, кратко резюмируя, скажу, что я все, что хотел сегодня, рассказал. Всем пока, до новых видео.